Всем привет на моем канале. Я уже показывал вам плитку, которую изготавливал сам лет 10 назад и укладывал также сам. Вот эта плитка, гжель называется она, толщиной 4,5, ну или пятерка в простонародье называется. Я в прошлом году показывал, как я заделывал отверстия, точнее такие вот ямки, которые появлялись после снега и дождя. Вот здесь, видите, у меня плитка вот так вот посыпалась, вот я ее так заделал клеем для пенопласта с армоволокном, но в принципе это не помогло особо, и видите, что плитка эту зиму не пережила. Вот здесь видно уже такие более темные плиточки, которые я заменил. Здесь в принципе вот эта часть еще более-менее стоит, здесь вода стекает быстро, и поэтому ситуация немножко получше. А вот выше, где вода по большей части машина стоит, и воды стоит побольше немножко, вот такая вот ситуация. Есть даже хуже ситуация с плиткой. Вот такая вот здесь машина вообще стоит. И я так подозреваю, что с машиной вот это все из-за этого. Хотя там и 4 сантиметра еще есть запаса, но хочется, чтобы красиво было. Вот эту я заменил уже красненькую, а вот эту нужно будет менять. Вот такие вот плиточки у меня есть. Я сейчас покажу, что было с той плиткой, которую я заменил уже, с красненькой такой. Здесь вот у меня еще шоколадка, она более-менее стоит. Вот эта плитка, которую я уже менял. Вот у нее, что с ней случилось. В принципе, толщины тут еще хватит, если уже сильно так переживать за то, что до земли, скажем так, до подкладки будет видно. Здесь вот такой вот у меня стол. Это из швеллера сварен вибростол, и здесь вот на два профиля у меня установлен насос Малыш 36-вольтовый, который в принципе подключается к, я сейчас покажу, трансформатору, для того, чтобы на всякий случай не 220 вольт использовать. И вот эта часть от Малыша, она уже выбила мне квадратов 200 плитки. Вот такие вот пружины стоят, кусочки трубы наварены, и стоит 4 пружины. Вон там еще 2 пружины, вот они. Он сейчас в вертикальном положении, вообще он лежит в горизонтальном положении. Конечно, ножки стоило бы приварить, было бы удобней. И вот от него вот такая вот часть, это то, на чем, собственно, выбивается плитка. Ложится сюда около 12 плиток. Уже такая она подушатанная у меня. 2 уголка и просто лист железа. И вот тут я еще усилил уголок, еще поставил, чтобы более усилить. И наварено такие вот кусочки трубы для того, чтобы попадали туда сами пружины. Вот, собственно, вот этим вот оборудованием я выбил вот эту всю плитку, плюс еще тонкую выбил плитку. Вот на вот этом всем. Швеллер такой массивный, для того, чтобы каркас не гулял и имел хороший вес. В принципе, достаточно надежное устройство. Вот эту плитку не я лил, это покупная плитка, но такую же шоколадку я лил тоже. Сейчас я вам покажу саму формочку для этой плитки. Я уже залил какую-то часть плитки, просто для того, чтобы заменить. Вот эта плитка, заливал ее так же, как и в прошлый раз, 4 к 1, 550 цемент и пластификатор. И вот они, формочки. Их одна сложность, то, что их нужно мыть иногда и выбивать достаточно сложно. Вот прошло около недели, я попробовал тестовую эту плитку, выбил, вот она, в принципе, вылазит чистенько, аккуратно. Вот эти плитки. Все остальное сейчас буду выбивать, покажу, как я это делаю, без всяких там приспособ хитрых. Все это достаточно просто и легко делается, буквально за полчаса я вот эти вот 4 квадрата выбью. Вот немножко бывает такие сколы, это уже зависит от формы, а это в принципе вылезла идеальная плитка, вот она. Я ничем не смазал абсолютно, ничем никогда не мазал их, и вот так они через неделю буквально вылазят. Вот она толщина этой плитки. В принципе, никаких смазок я не использовал, потому что мазал и солярой когда-то. После этого остаются пузырьки на поверхности, не очень это хорошо. Возможно, это она и посыпалась. Вот я сначала беру вот так вот, отгибаю каждый край, 4 краюшка этих. Я сейчас покажу, в общем, более подробно. Давайте переместимся к трансформатору. Вот это 36-вольтовый трансформатор. Все-таки я вернулся к этой модели. У меня был еще вот такой модель стола с мотором, но его постоянно отрывало. Хоть и вибрирует он получше, но его нужно и закреплять получше, иначе его будут отрывать постоянно. Вот так вот для дисбаланса приварены здесь 2 таких грузика. Вот это, кстати, краситель у меня красный. Пластификатор. Такое вонючее достаточно средство. Также используется.
И вот, собственно, здесь были два хомута, и они постоянно отрывались. Я его снял, поставил обратно вот этот насос «Малыш» и трансформатор на 36 вольт. Это безопасней и, в принципе, надежней. Вот это формы. Форм у меня здесь достаточно много. Вот эта шоколадка, я ее тоже вылил. Ее проще, конечно, и выбивать, и выливать, и материала меньше идет. А здесь вот форма гжель. Это половинки я подрезал, укладывал вот такие вот. Это еще со старых заливок. Вот это, кстати, бордюры. Есть у меня для бордюров формочки, тоже выливал их. Вот такие они. Кстати, бордюры можно делать тонкие, по большому счету там такие вот толстые бордюры не нужны. И вот, собственно, плитка, как я ее выбиваю. Кстати, получается из одного замеса 4 к 1 получается где-то 14 штук у меня плитки большой. С одного замеса. Это ведро цемента и 4 гранатсева. Чистый гранатсев я бросаю без ничего. Первым делом я отгибаю все 4 края для того, чтобы освободить по краям. Вот таким вот образом. Чтобы это все шевелилось. Дальше беру одну из плиток и просто отбиваю. Вот так, как они стыкуются. Так же, как они укладываются, так я их отбиваю. Сначала одну сторону, вторую сторону. И таким вот образом отбиваю. Возможно, это не такое уж и веселое занятие. Легче, может быть, как-то использовать какие-то приспособы. Но это я вот так вот выбил все 150 квадратов, никаких проблем нет. Вылазит она аккуратненько, вот она и выпала. Все. Никаких приспособ, не нагреваю. Формочки иногда еще нагревают, там кипятят, что-то там такие вот процессы какие-то происходят. Вот. Потом беру большую плитку, также отгибаю углы. Это важно, иначе вы просто сломаете, чтобы здесь вот было пространство, видите? Это важно. Все, и дальше точно так же выбиваю и большую. После нескольких вот таких вот манипуляций, большая плитка, об которую я выбиваю, вот эти вот там 2-3 плитки вычистил, выбил, и можно уже большую плитку также убирать. Там отгибаются как раз края, и она уже вылазит гораздо легче. Вот таким вот образом выбиваю большую плитку. Цемент я использовал и 500, и 400, в принципе, все оно делается, все оно стоит. Главное добавлять пластификатор, хорошо и долго работать на вибростоле, его оставлять на вибростоле, чтобы он работал. И вот получится такая вот картина, видите? Чистенькая формочка, без смазок, без ничего. Ну, достаточно еще сыроватая немножко плитка, хоть и неделю лежала здесь в помещении. Также, если у вас получается, что форма от плитки грязная, то ее можно промыть. Я промывал, если уже совсем плохая ситуация, через там 5-10 заливок, промывал ее аккумуляторной кислотой. То есть брал щелочь, точнее кислоту с аккумуляторов, и немножко так промазал кисточкой, она оттаивала, откисала, и потом смывал это все. Но это буквально нужно 5-10 замесов, можно еще сделать с формы, иногда и больше. В общем-то, вот так вот все это происходит. Ну вот, собственно, результат весь. Вся плитка выбита, все формочки чистые. И готовы к последующей заливке. Вот это все у меня получилось из 2 ведер цемента. Вот эта плиточка, в принципе, вся вылезла в идеальном состоянии. Никаких надломов и брака никакого нет. Иногда бывает такое при недостаточной вибрации, либо плохом цементе. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на канал. Посмотрите другие видео на моем канале. Также по тому, как я ремонтировал эту плитку и варил качель, например. Всем спасибо. Пока. Иди открой Диме.